7 января этого года мятежники, которые с начала 2012 года контролируют северные районы страны, перешли в наступление на правительственные войска. Положение в Мали было критическое, поэтому правительство этого государства обратилось за помощью к международному сообществу. И первой страной, которая откликнулась и поддержала Мали, стала Франция, которая уже 10 января направила свои войска в эту страну. Сегодня в Мали находится порядка 2000 французских военных, а также контингент экономического сообщества западноафриканских государств. И спустя неделю после эскалации ситуации в Мали стало известно о захвате заложников в Алжире. Захват заложников в Алжире многие связывают именно с началом военной операции Франции в этой стране. Вы, наверное, слышали о французском интервенции в Ливии, которая состоялась в силу ряда причин, учитывая ситуацию в Бенгази. Но нужно при этом также учитывать тот факт, что Каддафи, помимо многих проблем, которые создавал, и ставил вообще вопрос о стабилизации всего региона, потому что состоялось военное вмешательство в Ливии, и одним из факторов, который касается кризиса в Мали, один из факторов, я подчеркиваю, потому что малийский кризис более старый, это наркотрафик, это факт то, что были связи политического режима с военными, которые возглавляли иерархию, целым рядом сетей, включая некая терпимость, проявляемая Бутафлика и к тех, которые оказались на севере Мали. То есть появился кризис и внутри Мали, политический кризис на севере, где плохо контролирует правительство. К этому добавились движения туарегов, которые традиционно, это движение, которые устраивают восстания, очень часто бывают с ними стычки, были требования туарегов на севере, которых называют при которых Медвалак приживал Газавата, и помимо этого к этому добавились последствия ливийского кризиса, то есть это были наемники Каддафи, вернулись с оружием и установили свою контроль над северным. Были там туареги и другие группы, потому что север Мали это очень, там не только туареги, там мавры, фульба и другие, то есть там очень много, так сказать, но больше всего было туарегов. Также там развивались движения туарегов, который требовал независимости от Завата, что не входило в обычное требование туарегов, потому что обычно они требовали скорее права и интеграцию в государственный аппарат и в армию, и требовали признания их специфической, культурной специфики, но они не требовали независимости. Это не да, но он также его, так сказать, как бы обошли другие группы. Состоялся путч в Мали, что привело, что режим АТТ был свергнут, малийская армия оказалась в состоянии разброда и дезорганизации. Также был кризис легитимности политической власти. Поэтому Ливия, безусловно, это один из элементов, который сыграл свою роль. Но нужно рассматривать это в более долгосрочном подходе. И одновременно это и политический внутренний кризис, который имеет место в Мали. Это результаты, последствия не очень дальновидной операции западной коалиции, которая была осуществлена против режима Каддафи. Каддафи играл известную сдерживающую роль в последние годы, по крайней мере, в этом регионе. А его разгром привел к тому, что салафистские экстремистские силы, существовавшие и существующие в Сахаро-Сахельском регионе, получили очень серьезную и людскую, и военную, и оружейную, и другую подпитку. Не было бы
Ливии вряд ли бы мы встретились бы с таким кризисом, который сейчас переживает Сахаро-Сахельская зона. Да, кризис Мали имеет глубокие разнообразные корни. Это четвертое выступление, четвертое, по-моему, выступление туарегов в защиту своих ценностей, в защиту своих прав. И 3 предыдущих были решены в основном за столом переговоров при активном участии Алжира и Франции. Вот это выступление, которое началось 17 января прошлого года и продолжается, стало быть, уже более года, оно отличается от предыдущего. И отличается оно прежде всего тем, что движение туарегов, протестное движение туарегов, которое имеет определенные основания, поскольку туарегский народ сейчас находится под угрозой, экзистенциальной угрозой в связи с периодическими засухами, кризисом караванной торговли и так далее. Но это движение оседлали исламистские, экстремистские силы. Действительно, Бектар, говорят Бен Моктар, он имеет большой послужной список. Он начал 19 лет в Афганистане, и на совещании, которое состоялось в конце 90-х годов с участием погибшего лидера Бен Ладена, было принято решение о создании вот региона, плацдарма в Сахаро-Сахельской зоне. Бен Моктар известен и в России, поскольку, по нашим сведениям, у него были контакты с рядом руководителей чеченского движения, вооруженного движения против против России. И то, что они оседлали это движение, воспользовались также кризисом так называемой консенсусной демократии, которая подорвала управляемость малийского государства. Это факт. И была главным образом допущена недооценка мощности, силы и возможностей этих джихадистских организаций и ячеек. Некоторые аналитики утверждали, что вот за 10 лет за 12 лет после Нью-Йорка потенциал снизился Аль-Каиды. Оказалось, что он не снизился, а он остается высоким и представляет собой большую международную опасность, что и подтвердили события в Алжире. Выступление и подавление этих сил абсолютно необходимо. И военная фаза операции, которую начала Франция, в соответствии с имевшимися резолюциями Совета Безопасности, как известно, Совет Безопасности чуть ли не на следующий день после военного путча в Бамако занялся малийскими проблемами, малийским кризисом. И по просьбе малийского руководства, руководителей малийского государства, оно было, надо признать, легитимным и, в общем, своевременным. Хотя борьба, наверное, будет еще продолжаться. Малийские события вновь ставят вопрос, как строить отношения с исламским или мусульманским миром. Мали – 5-я страна с исламским населением, которая подвергается внешнему вмешательству со стороны развитого мира, скажем так. И, безусловно, эта проблема встает, и эта проблема непростая. И сейчас, как вы видите, почти большинство арабского мира критикует, если не сказать осуждают, вмешательство Франции в Мали, начиная от Египта, других стран, не буду перечислять,
они отнеслись к этой проблеме критически. Это заставляет нас повернуть наши аналитические способности в ту сторону. А не превратится ли Мали в своего рода Сахелистан, или, как говорят некоторые, Афганистан, новый Афганистан? А не станет ли это началом нового стратегического контрнаступления салафистских, экстремистских и исламистских сил? А не поставит ли это под угрозу, если он уже не поставил под угрозу, существование в других странах, в европейских странах? И французское правительство справедливо повысило степень безопасности, необходимую степень безопасности в своих департаментах. Я думаю, что надо исходить также из того, что операция исламистских сил в Мали явление не точечное, а не изолированное. Очевидно, мы вправе предположить, что это какая-то часть более широкого плана.